В одном из наших видеороликов мы рассказали вам о турнире K1 World Max 2008, на котором Масата стал чемпионом не без помощи японских судей. После спорной победы над Артуром Кишенко, Масата заявил о том, что он больше не будет биться за пояс японского промоушена. При этом Масата пообещал сразиться с чемпионом следующего турнира, после чего повесит перчатки на гвоздь и завершит карьеру. По замыслу организаторов, именно Сауэр должен был стать чемпионом K1 World Max 2009 года и сразиться с Серебряным Волком в его прощальном бою. Так Масата получил бы шанс отомстить Сауэру за 2 поражения и красиво уйти на пенсию, совершив самурайское возмездие на глазах у всей Японии. Однако организаторы вновь просчитались в своих просчетах, пригласив на турнир Джорджа Петросяна по прозвищу Доктор. И если вы хотите узнать, в чем именно заключался просчет организаторов K1, то заваривайте себе чай, присаживайтесь поудобнее и готовьтесь к просмотру обзора K1 World Max 2009 года. 21 апреля 2009 года в стране восходящего солнца вновь творилась история. 16 лучших бойцов со всего света сражались за выход в восьмерку турнира и делали все, чтобы выбить всю дурь из своих соперников. В первом отборочном поединке Ясухиро Сато, нокаутировавший Буакава и отправивший Масата в нокдаун на прошлом турнире K1 World Max, встретился с армянским бойцом Гага Драго, который всегда дрался за выход в восьмерку не на жизнь, а на смерть. Драго, не ставший пасовать перед регалиями своего соперника, вошел в режим зверя и закатил один из самых ярких поединков турнира в целом. Сато, пропустивший бесчисленное количество ударов, проиграл Драго решением судей и не добрался даже до восьмерки лучших бойцов турнира. Во втором отборочном поединке боец из Японии Юя Ямамото, являющийся финалистом отборочного японского K1 World Max, встретился с бойцом из Кореи Чи Бин Лимом, который месяцем ранее нокаутировал почти всех соперников на отборочном турнире K1 World Max в Корее. Представители разных азиатских стран влезли в жесткий размен ударами, в котором Лим уверенно одерживал верх. В середине второго раунда Ямамото выбрасывает неожиданный бэкфист в голову, отправивший напористого корейца в жесткий нокдаун. Лим, вставший под отсчет рефери, продолжил переть с ударами на своего соперника, который уже не уступал в размене ударов до конца их боя. После 3 тяжелейших раундов судьи присудили заслуженную победу бойцу из Японии, сумевшего переломать исход боя в свою пользу на глазах у всей Японии. В третьем отборочном поединке первый чемпион K1 World Max Альберт Краус встретился с выходцем из Японии Ячиро Нагашимой, вышедшего на бой в анимешном наряде. Краус, направлявшийся к рингу с губами эпичности, не планировал шутить со своим оппонентом. Ныряя под многочисленные удары своего соперника, Краус нокаутировал Нагашиму в первом же раунде, чем очень расстроил одну из его болельщиц. Таким образом, Краус стал 3-м участником восьмерки турнира, где его ждал самый сложный соперник за всю его карьеру. В 4-м отборочном поединке Артур Кишенко, занявший 2-е место на прошлогоднем K1 World Max, встретился с одноклубником Альберта Крауса, Алвиаром Лимой. Лима, по глазам которого было видно, что он сгорел еще до самого боя, оказался в нокдауне уже на 10-й секунде. Встав под отсчет рефери, голландец вновь попал под град ударов, после чего точным кроссом в голову был отправлен с первой космической скоростью в угол ринга. Жесточайшее избиение Алвиара Лимы, пропустившего больше 30 точных ударов в голову, продолжалось до последней минуты первого раунда. Рефери остановил поединок, сохранив здоровье бойцу из Голландии, который уже не был способен отвечать на атаки своего оппонента. Артур, нисколько не уставший после стольких выброшенных силовых ударов, вовсю праздновал свою победу и выход в восьмерку турнира. Впереди Артура ждал тяжелейший поединок с соперником, желавшего поквитаться с ним за былое поражение на прошлом турнире. В 5-м отборочном поединке двукратный чемпион K1 World Max Энди Сауэр встретился с 21-летним соотечественником из Голландии Лероем Кеснером. Лерой, одержавший победу на отборочном турнире K1 World Max в Европе, заслужил свое право на участие в мировом гран-при. Японские организаторы K1 бросили молодого паренька под Энди Сауэра, сводившего Лероя в суровую реальность сражения с чемпионом данной организации. С первых же секунд боя дерзкий и молодой Кеснер попытался утрамбовать Сауэра в настил ринга серийными ударами, которым, казалось, не было конца. Сауэр, переждавший бурю от молодого соперника, тут же засадил мальцу свой коронный контрудар, отправив Лероя в первый нокдаун. Кеснер, сумевший встать под отсчет рефери, вновь попал под залп голландского разрушителя,
оказавшись во втором нокдауне. Но и тут молодой боец смог встать на ноги и продолжить бой. Чемпионами отборочных турниров на шару не становятся. Прозвеневший гонг спас Кеснера от окончательного добивания, после чего бойцы рубились друг с другом кость в кость еще 2 раунда. В конце третьего раунда Сауэр засадил в голову Кеснера плотный удар коленом, отправив 21-летнего любителя зарубы в третий нокдаун. Лерой, ставший уже в который раз, вновь попер на своего оппонента без каких-либо сомнений. Прозвенел гонг, после которого судейская бригада единогласно присудила безоговорочную победу Энди Сауэру, устроившему Кеснеру один из худших дней в его жизни. Спустя 2 года Кеснер завершит карьеру профессионального бойца, победив самого Энди Ристи и Гага Драга. В шестом отборочном поединке Ники Хольцкин, побеждавший на европейском турнире Киоан Валдмакс, встретился с бойцом из Марокко Шахидом Эль-Хаджем, известного по убойному поединку с Замбидисом. На протяжении 2 первых раундов Хольцкин контролировал перевшего вперед Шахида джебом и фронт-киком, не позволяя ему нанести по себе какой-либо ущерб. Изучив слабые места своего соперника, Хольцкин взвинтил темп поединка в третьем раунде, отгружая марокканцу серию ударов по всем этажам. Шахид, дождавшийся возможности как следует зарубиться, с радостью принял этот обмен ударами и начал отвечать Хольцкину не менее зрелищными сериями. Этот поединок превратился в отличную иллюстрацию голландской школы кикбоксинга, в которой бойцы, принимая в блок ударные комбинации, тут же отвечали сопернику серийной атакой. По итогам 3 раундов Хольцкин одержал победу раздельным решением судей и стал 6-м участником 8-ки турнира. В 7-м отборочном поединке двукратный чемпион Киоан Валдмакс Буакав Банчимек встретился с бразильским представителем смешанных единоборств Андре Дидой. По мнению болельщиков Киоан, Дида, имевший за плечами всего 2 поединка в кикбоксинге, не представлял большой опасности для именитого спортсмена. Тем не менее, Дида удивил всех зрителей этого поединка уже на 30-й секунде боя, зацепив подбородок Буакава размашистым боковым слева. Буакав, присевший на 5-ю точку под отсчет рефери, тут же встал на ноги, улыбнувшись от неожиданного поворота событий. Таец продолжил пропускать убойные плюхи от бразильца, пытавшегося воспользоваться своей минутой славы и сделать все, чтобы добить столь именитого соперника. Белый Лотос, сумевший перетерпеть натиск соперника, вернулся в свой угол после первого раунда и, придя в себя за 1 минуту отдыха, принялся выбивать из Андре всю его прыть. Уничтожив корпус соперника плотными ударами, Буакав довел бразильца до полуживого состояния, повиснувшего на канатах ринга от дикой усталости. Несмотря на то, что Буакав безоговорочно забрал 2 раунда из 3, судьи назначили дополнительный раунд, в котором бразилец продолжил виснуть на своем сопернике. Получив желтую карточку за очередной клинч с последующим падением, Дида проиграл поединок решением судей, так и не сумев вырвать победу у самого Буакава, проявившего в этом поединке несгибаемый дух чемпиона. И, наконец, переходим к 8-му отборочному поединку с участием Джорджа Петросяна, которому достался один из самых сложных соперников на пути к 8-ке. Речь идет об известном российском бойце Джабаре Аскерове, который 3 годами ранее стал финалистом отборочного Киоан Валдмакс в России. Одержав победы над такими бойцами, как Джордан Тай и Марко Пики, Джабар имел представление о том, как биться с бойцами Киоан среднего калибра. Однако, встретившись с Джорджо Петросяном, который 2 годами ранее провел бой в ничью с самим Буакавом, Джабар столкнулся с бойцом, чей уровень техники, реакции и скорости превосходили его собственные показатели в несколько раз. Включившись в работу первым номером, Джабар пытался подобраться к Петросяну, чтобы снести ему голову своими убойными хуками. Петросян, чей нейропроцессор анализировал происходящее на ринге в режиме реального времени, просчитывал абсолютно все возможные варианты событий, выбирая оптимальный ответ на атаки соперника. С легкостью передвигавшийся на ногах и молниеносно уклонявшийся от размашистых ударов Джабара, Петросян удерживал соперника на дистанции джебом, попутно пробивая выходцу из Дагестана колени в корпус. На 1-й минуте 3-го раунда Петросян подсек опорную ногу Аскерова и, выведя его из равновесия, пробил ему точное колено в печень. Проиграв нокаутом Джорджо Петросяну, Джабар получил колоссальнейший опыт, который в дальнейшем помог одержать ему победы на других турнирах. Ну а Джорджо, эффектно заявивший о себе на отборке в 8-ку турнира, ждал поединок с первым чемпионом Киоан Валдмакс Альбертом Краусом. На следующий день, после прошедшего турнира с участием 16 лучших бойцов, состоялась жеребьевка,
в ходе которой Краус, выбрав себе в соперники Джорджа Петросяна, решил пойти по самому сложному пути к чемпионству. Отбор в финальную четверку турнира состоялся 13 июля 2009 года, на котором Краус и Петросян скрестили свои орудия смерти перед самим поединком. На протяжении самого боя Краус, перевший как танк на Джорджа Петросяна, натыкался на острые как бритва и точные как швейцарские часы удары по всем этажам. Джорджа, оправдывавший по ходу боя свое прозвище «Доктор», превратил этот поединок в настоящий театр сражения, полный филигранными комбинациями и молниеносным оттягиванием головы от ударов, которые хотелось пересматривать вновь и вновь. Единогласным решением судей Джорджа одержал уверенную победу над опытнейшим соперником, оказавшись в финальной четверке лучших бойцов турнира. Краус стал вторым чемпионом K1 World Max, которого Джорджа победил в свои 23 года, показав принципиально новый уровень бойцовских навыков. В этот же день Ямамото, выбравший себе в соперники на жеребьевке Гага Драга, со словами о том, что он будет мстить за Исухиро Сато, провел 3 полных раунда с соперником из Армении. Драга, взявший курс на силовые удары, которыми он безуспешно пытался снести Ямамото голову, устал ко второй половине второго раунда. Ямамото, выбрасывавший бесчисленное количество несильных ударов, смог вырвать свою победу решением судей, получив при этом сильное рассечение брови. Многие болельщики K1 не согласились с подобным исходом боя, заявив о том, что Драга выиграл этот поединок за счет большего числа выброшенных силовых ударов, которые он раз за разом вкладывал в железнобетонную будку Ямамото. Вслед за этим поединком последовала вторая встреча на ринге между Энди Сауэром и Артуром Кишенко. Сауэр, рыдавший после поражения в их первом поединке, сделал все для того, чтобы выиграть во втором бою. Дело дошло даже до того, что Сауэр засадил Артуру удар головой, открыв ему рассечение над правым глазом, на что рефери не обратил вообще какого-либо внимания. Артур, вопреки всем сложившимся обстоятельствам, продолжал драться до последнего практически с одним глазом. Бой вылился в бескомпромиссное сражение с дополнительным раундом, после которого Сауэру отдали победу единогласным решением судей. Артур не согласился с подобным вердиктом и, сославшись на бездарную работу рефери, указал организаторам K1 на явные нарушения правил. Впрочем, у руководства K1 были свои планы на Энди Сауэра, и потому они не отреагировали на слова Артура без его официальной апелляции. В четвертом четвертьфинальном поединке Белый Лотос сразился с Ники Хольцкиным, которого он выбрал себе в соперники на жеребьевке, отказавшись от боя с Артуром Кишенко. Буакав уже побеждал Хольцкина 2 годами ранее и потому не испытывал каких-либо проблем в их втором поединке, на который Хольцкин, как принято выражаться, вышел уже перегоревшим. Контролируя соперника джебом и фронт-киками, Буакав пробивал Хольцкину колено в корпус всякий раз, когда он пытался сблизиться и нанести свою атаку. Хольцкин, оказавшийся неспособным в силу своего психологического состояния сделать что-либо против сдерживающих фронт-киков от Буакава, проиграл этот бой в сухую решением судей. Буакав Бончимек, Энди Сауэр, Джорджа Петросян и, кто бы мог подумать, Юя Ямамото вышли в полуфинал турнира K1 World Max, который состоялся 24 октября 2009 года. После победы Джорджа Петросяна над Альбертом Краусом, руководство K1 назвали доктора скучным бойцом, в ответ на что Петросян пообещал отправить в нокаут Ямамото при первой же возможности. Эта возможность подвернулась Петросяну уже на 3-й минуте первого раунда, засадившего в подбородок Ямамото точный хук слева. Ямамото, оказавшийся в нокдауне на глазах у своей бабушки, смог найти в себе силы продолжить бой, после чего вновь рухнул на ринг второй раз подряд. Петросян, не желавший упускать возможность финишировать Ямамото, тут же добил своего соперника, оказавшись в финале турнира. Впереди нас ждал второй полуфинальный поединок, в котором Энди Сауэр и Буакав Бончимек встретились друг с другом на ринге уже в 3-й раз. Буакав, который понимал, что финал против Джорджа Петросяна будет чертовски тяжелым, работал с Энди Сауэром в размеренном темпе, расстреливая голландца джебом и левым фронт-киком в корпус. Изредка пропуская удары в ответ, Буакав уверенно забрал все 3 раунда, о чем говорили даже сами комментаторы боя. And once he starts to work those kicks to the midsection, Andy Sauer aggravating Sauer because every time he does the deep kick again to the midsection.
There's a very textbook Muay Thai technique. There's a tip kick again from Buakaw. As I said, it was his #1 weapon when he won the WMC Super Middleweight World title. In with the front kick, slams away the round kick to the liver section. Sauer with a front kick of his own, beautiful. It's the fight at Dynamite. Of course, he put out the fresh 3 men remaining in that mix. Buakaw. See that he... From Andy Sauer. Sauer walks into that beautiful front side. Buakaw needs frustration here. I mean, he's got that front kick time. I'm trying to break Andy. And he gets on the inside. There he is. Takedown again. Follow through. Have it 20 points apiece. The other judge has it 20-19 to Buakaw. And Sauer opens up explosively. That's what he should have been doing in the first round, which is what I expect. More leg kicks. He's coming in with his hands, and Buakaw is timing him. He needs to start coming in. Some distance now. And you're right, Mike. Buakaw fakes the jab. Sauer double forearms guard against the whole round from Andy. Sauer put him on the ground. High left round kick. Andy wore that one. Front kicks from Buakaw. It's a jab. Catch and counter from Sauer. Buakaw rattles into the rib cage. Third round. Hook but you know what? 2 the cross, 3 the hook, 4 the uppercut. In boxing, nice inside thigh kick from Nick of it. Look at that, he faked the first kick off the back leg. First judge goes a draw. Pathetic. Японские судьи назначили дополнительный раунд, решив, что Буакав не заслужил победу по итогам 3 раундов. Now we can only go one. Let's score this one down with you, folks. Let's score this one tied up. There's Andy fakes with a cross. Buakaw with the knee. From Sauer. Nice hook outside of Sauer. And so too does the body shot. High check from Sauer, but he eats the front. Front kick from Andy. Catches the round kick. Oh, nice right nose. This is Mafcow. Switch hitting off the left, being backed up here. Sauer, beautiful, dipping left hand. Now Petrosian is laughing. Double jab, right hand from Buakaw. Buakaw's got, after the thievery we saw, after the first 3. Spinning back kick to the midsection. Sauer, maniac, and really impressed the judges. По итогам дополнительного раунда, японские судьи Киюан вытянули за уши Сауэра раздельным решением, подарив ему незаслуженную путевку в финал турнира. После чего Рэй Сефа, комментировавший этот бой, прямо заявил о том, что он разочарован подобным решением судей. Буакав, сидевший на интервью после боя, с трудом сдерживал слезы от горькой досады. Что происходит, спросите вы? И почему Сауэра так усердно тянут в финал? Все дело в замысле организаторов Киюан, рассчитывавших на победу Сауэра на турнире, который в дальнейшем должен был стать соперником для последнего боя Масата. Масата, дважды потерпевший поражение Энди Сауэру, хотел завершить карьеру на красивой ноте и отомстить голландцу на глазах у всей Японии. Потому судьи и вытянули Сауэра в финал, убрав с его пути Артура Кишенко и Буакава Банчемека. Справедливость восторжествовала сразу после того, как Сауэр встал лицом к лицу с доктором, который решил серьезно проучить своего пациента, оказавшегося у него на приеме вне очереди по японскому блату. Заняв центр ринга, Петросян, который уже побеждал Сауэра 6 месяцами ранее, не оставил своему сопернику ни единого шанса на победу. Good inside thigh kick from Andy Sauer. Double jab from Oh, it's a left hand. Into the left jackhammer of Petrosian doing a round kick. Cut bottle of Cristal. Fill a flute full of that beautiful champagne. Sit back and inside thigh kick. High left round kick from Petrosian. It's a right hand. Best shot of the fight. Front kick from Petrosian. I'll tell you what, if Petrosian went to the inside lead thigh. And he's not just, he's a down, and now Petrosian tags him with that left hook that damaged Yamamoto. And Sauer's down, clutching at his liver, streaming from that cut, and as he said, I'm going to turn up the tempo. Petrosian immediately going to the... And look at the aggression of the Italian as he stormed inside thigh kick. Petrosian opens up. Or a KO.
Leads in with that left hand. Leon Files. You What's can say kicking that. his hand? He's saying if he starts bleeding any more, then they'll stop the fight. Oh, beautiful cat. Jab to Petrosian doing what he wants when he wants. Look at the 22-fight winning streak. And he pulls off a spinning hook kick with 5 seconds to go. You are seeing a fighter at the peak of his powers. You're about to see the crowning of it. Уничтоживший голландского разрушителя в одну калитку и не оставивший судьям возможностей для засуживания, Джорджиа завоевал пояс чемпиона K1 World Max, став обладателем престижнейшего пояса и чека на сумму в $200 тысяч. После церемонии награждения Джорджиа встретился лицом к лицу с Масато, вышедшего на ринг с бегающими глазами, чтобы бросить ему вызов. В конечном счете, Джорджиа, травмировавший руку в бою против Ямамото и, невзирая на травму, выигравший финальный бой против Сауэра, не смог выйти на бой против Масато в новогоднюю ночь. Его заменил Энди Сауэр, который на радость организаторам промоушена согласился выйти на третий поединок против старого соперника. Ну а Джорджиа, выигравший свой первый пояс чемпиона K1, залечивал травму руки и готовился к турниру следующего года. К турниру, на котором Джорджиа столкнулся с бойцом, чуть было не забравшего у него победу на пути к финалу, о чем мы обязательно расскажем вам в следующем видеоролике. А пока ставьте лайк этому видео и подписывайтесь на канал. Ваша поддержка – лучшая мотивация и дальше выпускать для вас новые видео. Всего хорошего!